Всем привет! Решил заморочиться и выяснить, откуда в городе Рыбинске столько светофоров. Информацию найти несложно благодаря тому, что все госзакупки сейчас публикуются на сайте госзакупок. Так же, как информация о всех компаниях имеется в интернете. И вот что у меня получилось. Оказывается, начиная с 2012 года и по настоящее время установкой и обслуживанием практически всех светофоров в Рыбинске, за исключением там совсем уж супер-пупер умных светофоров, занимаются компании, которые принадлежат напрямую, либо через родственников, как я полагаю, бывшему начальнику ГАИ, а после бывшему руководителю управления городского хозяйства города Рыбинска Игорю Котову. В отношении Котова, кстати, в 2006 году проводилась проверка по факту выдачи так называемых непроверяек бизнесменам, когда он еще был начальником ГАИ. Это очень странная история. Впрочем, это совсем другая история, сейчас не об этом. Итак, я говорю о компаниях ООО «Автострада», ООО «Автострада Плюс» и ООО «Алтай». Но есть еще совсем непонятная компания, называется «Надорис», но сейчас пока не о ней. Вид деятельности этих организаций так или иначе связан со строительством, и учредителями всех указанных компаний в определенные моменты времени 50 на 50 являлся Котов Игорь Евгеньевич совместно с Серебряковой Татьяной Евгеньевной. Я предположу, что это его сестра, но я могу ошибаться. За исключением компании «Алтай», где Котов генеральный директор компании. Итак, компания «Автострада» создана в марте 2012 года. За период с 2012 года по настоящее время она заключила с муниципальным бюджетным учреждением управления городского хозяйства при администрации города Рыбинска 100 договоров, в основном по установке и обслуживанию светофорных объектов, и стала поставщиком в госконтрактах на общую сумму 72 миллиона рублей. Причем управление городского хозяйства Рыбинска было единственным заказчиком. Далее, это компания «Автострада Плюс», создана она в феврале 2018 года. И за период с 2018 по настоящее время эта компания заключила все с тем же муниципальным бюджетным учреждением управления городского хозяйства при администрации города 39 договоров. Также в основном по установке и обслуживанию светофорных объектов на общую сумму 34 миллиона рублей. Управление городского хозяйства Рыбинска также было и является единственным заказчиком. Компания «Алтай». Она создана в январе 2019 года. С момента создания и по настоящее время заключила всего 3 договора с государственными учреждениями города Рыбинска и Рыбинского района. Из них это 2 договора все с тем же муниципальным бюджетным учреждением управления городского хозяйства на сумму почти 740 тысяч рублей. Также по обслуживанию светофоров и замене дорожных знаков. И 1 договор она заключила с администрацией Глебовского сельского поселения на сумму 2 миллиона рублей по организации дорожного движения на автомобильной дороге Калита, яхт-клуб Коприно. Всего же за весь период с начала создания этих компаний было заключено договоров с администрацией города в лице управления городского хозяйства, ну и в лице Глебовской администрации, там всего лишь 1 договор был, на общую сумму почти 109 миллионов рублей. Все бы ничего, но как минимум уже в 2012 году Игорь Котов занимал должность советника заместителя главы администрации по городскому строительству. Не знаю, правда, до какого момента. А в 1 февраля 2018 года по распоряжению администрации города Игорь Котов становится руководителем того самого управления городского хозяйства. И занимает он эту должность до июля 2018 года. При этом 1 февраля он по документам перестает быть учредителем компании «Автострада», и все переоформляется, и ее главным генеральным директором становится уже его предположительный сын Дмитрий. Дмитрий Котов занимает должность генерального директора «Автострады» до того момента, пока его вероятный отец Игорь Котов руководит управлением городского хозяйства Рыбинска. После чего Игорь Котов опять становится генеральным директором указанной компании.
После вступления Котова в должность руководителя управления городского хозяйства, а именно 8 февраля 2018 года, регистрируется вторая из указанных выше компаний. Это компания «Автострада Плюс», учредителем которой становится все та же Серебрякова Татьяна. Я опять предположу, что это его сестра, хотя я могу ошибаться. А генеральным директором становится какой-то там Савинов Евгений, не знаю, кто такой. Котов, кстати, официально стал ее учредителем этой компании уже в марте этого года. С этой компанией уже с марта 2018 года начинает активно заключать договора то самое управление городского хозяйства, где Котов является уже руководителем. С первой же компанией, то есть с «Автострадой» без знака «плюс», за период руководства Котовым управления также было заключено несколько договоров. Таким образом, только за период времени, пока Котов был руководителем управления городского хозяйства Рыбинска, указанные выше организации, которые связаны с Котовым, успевают заключить с этим самым управлением городского хозяйства договоров на общую сумму более 8 миллионов рублей. Возможно, в этот период руководителем указанных компаний Котов по документам и не являлся, но в части из них он был ранее учредителем или генеральным директором, а аффилированные лица продолжали руководить этими компаниями. То есть я предполагаю, что фактически эти все компании всегда так или иначе принадлежали Котову. Я думаю, вы со мной согласитесь в этом. Данные компании почти всегда побеждали во время определения поставщика услуг при размещении госзакупок, делая в некоторых случаях предложения незначительно, там буквально на 1000 рублей, меньше, чем конкурент. В некоторых случаях влезала и упомянутая выше компания Дорис, исключительно как второй из двух участников торгов. Компания «Автострада» участвовала в торгах как первый, а также как и второй участник этих торгов одновременно. И это тоже очень странно. Что в этом всем не так? Я думаю, что в данном случае, возможно, имел место как минимум конфликт интересов, как максимум коррупционная схема. И Котов не должен был занимать эти должности, которые он занимал в администрации города Рыбинска. Хотелось бы также напомнить, что вся эта история происходила, да и сейчас, можно сказать, продолжает происходить при Денисе Добрякове, который с марта 2016 года является главой городского округа город Рыбинск. Если я не ошибаюсь, именно он назначает и освобождает от должности руководителя того самого управления городского хозяйства. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. И он точно не мог не знать, что назначенный в феврале 2018 года руководитель управления городского хозяйства Игорь Котов ранее еще и являлся руководителем ООО «Автострада», с которым это самое управление и заключало договора впоследствии. Поскольку в пресс-релизе администрации от 1 февраля 2018 года так и было написано, цитирую: «Котов Игорь Евгеньевич имеет высшее юридическое образование, профессиональное образование по направлению государственное и муниципальное управление, опыт работы на руководящих должностях в правоохранительных органах. До назначения на должность работал генеральным директором ООО «Автострада». Кроме того, до занятия поста мэра сам Денис Добряков в период с 2010 по декабрь 2014 года был депутатом муниципального совета города Рыбинска, заместителем председателя муниципального совета по экономическим вопросам. А также он был заместителем главы Рыбинска по городскому хозяйству. Получается, что вся эта бурная деятельность указанных выше фирм приходится именно на период Дениса Добрякова. Котов хоть и ушел из администрации в 2018 году, но я сильно сомневаюсь в том, что у него не осталось там хороших друзей. Совершенно очевидная вещь, для меня точно совершенно. А его фирмы так и продолжают заниматься установкой и ремонтом светофоров. Светофоров, которые в определенный момент полезли как грибы после дождя. Я не утверждаю, что светофоры не нужны. Нет, установка светофоров – это важный момент в безопасности дорожного движения. Вопрос только в том, кто и как их устанавливает. Ведь это не только благое, но и прибыльное дело. А правоохранительным органам вместо того, чтобы гоняться и запугивать мирных протестующих, неплохо было бы проверить, не имели ли место нарушения со стороны администрации
при определении, например, подрядчика и при назначениях на должности в указанных мною выше событиях. То есть не было ли здесь коррупционной составляющей. Также хочу сказать, что я никого не обвиняю и ничего не утверждаю на 100%, но вопросы во всем этом есть, и их немало. У меня на сегодня все.